прекрасно. My younger son is a worship leader and taught himself to play Конечно же, guitar. один из младших сыновей является лидером поклонения. Сам учился, как играть на инструментах. And I can picture him when he was young, locking himself in the room and playing the guitar. Я помню, как он закрывал себя в комнате и бесконечно играл на гитаре. I could see him with that instrument. Я вижу себя, да, его за этим большим инструментом, где он там, он там. That would be fun. Было бы интересно увидеть его за таким инструментом. Now we're going to talk about momentum. Сейчас перейдем к следующему уроку. Урок, называемый импульсом или моментом. How momentum is important, not only in your leadership, but also in your servants. Когда мы говорим о импульсе, импульс важен не только для нас как лидеров, но и для служения. But how momentum is important to me as a coach. Как для меня был важен импульс, для меня как тренера. So I know we have one volleyball coach in here now. Сейчас мы знаем, что есть тренеры здесь по волейболу, вот один, мне кажется, да, или кто? Вот. So he understands the importance of momentum and winning. Yes. Да, насколько важно, чтобы, да, вот этот момент, воспользоваться моментом, чтобы достичь победы. So I found out earlier in life that God has a sense of humor. Я тоже раскрыл для себя в своей жизни, God что likes laughter. у Бога есть чувство юмора. So though I have 2 boys, Да, у меня 2 сына. my last 15 years I coached girls. Бог сделал так, что я тренировал команды девушек. And hence the gray hair. Да, и поэтому у меня и появились седые волосы. Do I still discovered that truth. Oh, yeah. Как вы открыли эту правду, истину? I was asked to help coach. Да, меня попросили тренировать, Next thing you помогать. know, I'm the coach. И вы знаете, что я стал тренером. Попросили, я стал. But in momentum, when you have momentum going as a coach, Когда вы используете вот этот импульс, and you have a winning streak going, и у вас есть поток побед, and they believe they can win no matter who they're и они playing, верят, что они могут победить, невзирая ни на то, какой хороший их оппонент. that is really important in sports. И в спорте импульс, момент – это очень важная вещь. The minute they don't believe in themselves, they don't know what they're doing, Момент, когда они начинают не верить, не доверять, они начинают терять, проигрывать. but that's the same thing in your churches. Я думаю, в церквях тоже так же. And with your servants, not just your paid. I don't know how to do it here. Не только ответственные служителя, но и также волонтеры, они все тоже нуждаются в этом моменте. So what I get paid for at church is the finance side of the church. That's what I get paid for. Finance. Finance Oh, side. you keep the books. I keep the books. Я отвечаю в церкви за всю нашу казну церкви. And I do the facilities, keep them clean. Также я отвечаю за то, чтобы все в Доме Божьем было чисто и ремонтирую помещение, поддерживаю помещение. Negotiate any contracts we have. Если идет разговор о контрактах каких-то, я обсуждаю контракты. All the stuff that nobody sees. Никто не видит это дело, но я его делаю. But the stuff that brings me joy and passion Больше всего, что приносит мне радость и где моя страсть, is developing people and это developing leaders. помогать людям развиваться и становиться лидерами. So something my wife and I do together То, что я и моя жена вместе делаем, is when a newcomer comes to our church, когда приходят только первый раз на собрание люди, we have a class where we find out what their gifts and their passions are. мы помогаем людям пройти вот этот первый курс по открытию своих даров, призваний, страсти, которые они имеют. And then to keep their momentum going and their excitement going, И моя ответственность с женой помочь поддержать эту радость, этот импульс, этот момент. we line them up with how to serve in that area. И помогаем людям сразу же найти свое место для служения. So let's get started. Давайте мы начнем. Закон импульса. Do you want to read 1 Kings 5? Кто желает кто может помочь? 3 Царств, 5 глава. Прочитайте, прошу вас. Кто желает? Молодцы, спасибо. И послал Хирам, царь Тирский, слуг своих к Соломону, когда услышал, что его помазали царя на место отца его. Ибо Хирам был другом Давида во всю жизнь. И послал также и Соломон Хираму сказать: «Ты знаешь, Давид, отец мой, не мог построить дом имени Господа Бога своего по причине войн с открытыми народами, доколе Господь не покорил их под стопы ног его. Ныне же Господь Бог мой даровал
мне покой отовсюду. Нет противника, и нет более препон. И вот я намерен построить дом имени Господа Бога моего. И послал Хирам к Соломону сказать: я выслушаю то, зачем ты послал ко мне, и исполню все пожелания твоего, твое от дерева кедровых и дерева кипарисовых. Спасибо. So this was a choice of Solomon. He could have either done it on himself or went with the momentum that his father had started. Мы видим в жизни Соломона, он мог бы сам все сделать. Либо использовать те материалы и все, что подготовил его отец, воспользоваться импульсом. So he chose to go with a friend of David's, Hiram. Он выбирает подружиться с другом отца своего Хирамом, Хирамом, to continue to build the temple. чтобы продолжить это дело, начатое отцом, построить храм. Because Solomon was wise and he knew that this guy that Hiram was the master builder and knew how to do the Он знал очень хорошо, что Хирам является тем способным строителем, которого папа его выбрал для него. So that is an example in the Bible of keeping the momentum going in the Old Testament. Это является тем примером в Библии, который помогает. Он выбрал Хирама, потому что его отец уже наставил этого помощника своего, и поэтому Соломон в мудрости своей выбирает идти с этим человеком. So John Maxwell has a law of momentum that I would like for you to write down. И у Джона Максвелла есть определение именно вот этого закона импульса. Вы можете его записать. So Yes, just read one sentence. momentum is a leader's best friend. Момент или импульс – это самый лучший друг лидера. Because many times momentum is the only thing that makes the difference between losing and winning. Момент определяет победу или поражение. Это единственная разница между победой или поражением – это импульс. Импульс определяет победу либо поражение. When you have no momentum, Если у вас нет никакого импульса, движения, момента, even the simplest tasks seem impossible. самые простые задачи кажутся невозможными. Just want to make sure everybody's finished right. Мы хотим убедиться, что все записали. But it's up to us as leaders to create momentum. Мы создаем импульс. People watch us and they do not follow people who do not care. Люди не будут следовать за лидером, которому безразлично все. So what are some things that we can do to create momentum? Как мы можем помочь создать это движение, этот импульс? So like we did earlier, talk to your neighbor and get some answers of what you can do to create momentum. Как мы можем создать момент, импульс в нашей команде, в нашей церкви? Хорошо, если можно, обсудите, поделитесь пару мыслями вот этими, как можно было бы создать движение, импульс, момент в нашем служении. Волну, чтобы можно было двигаться. Если можно, по двое, и потом выслушаем ваше мнение. Что нужно сделать, что можно было бы сделать, чтобы создать импульс или момент? Здесь возникает, они уже думают, здесь появляется не просто так вот сложно учиться, конечно, он все порождается.
Поначалу сейчас у нас написано число. Хорошо, дорогие друзья, давайте какое желание, поднимаем руку, кто хочет сказать, как мы создаем момент. Огромное спасибо. Да? Брат Виктор, если Ca să motivăm pe alții in order for us to motivate other people, și sigur să ne arătăm ca exemplu. we should always, yes, lead by our own example. That's exactly what we talked about. Mulțumesc. Еще? Да, пожалуйста. Мы допустим, чтобы создать начальство команды, мы используем те календарные события, которые есть, прямо We классно. use different Классные, events. самые просто, и это наша культура очень близко знакома. Easter, for example, is full of Просто 2-3 идеи и все. Two-three ideas, and here you have a momentum. Прекрасно. Еще, да, одна рука, еще. Да. Для импульса нужно иметь, во-первых, четкое видение. In order for us to have a good, to create this momentum, we need to have Хотя бы начаток плана и мелкие цели. and then divide От the цели bigger к plan цели into small, у тебя появится мотивация, small goals in order to be able to achieve them, and then you are more motivated. Еще? Если ты лидер и у тебя есть отношения с Богом, ты получаешь это видение. И мне очень важно было донести это до людей, мотивировать их. И уже во время мотивации уже видна была эта волна. Волна уже начинается, когда ты вот с Богом вместе передаешь это видение. И сразу начинается вот эта волна, и мы вместе делаем что-то и видим результат. И вот это для меня важно мотивировать. Прекрасно. Motivate. Еще кто желает? Увидеть и заразить. Yeah, because momentum is contagious, so see and kind of infect. Infectious. Мы тоже об этом примерно говорили, что импульс этот, он начинается от Бога. I think it comes from the Lord. Он получает его лидер, дальше делится с This moment командой. is by the leader from the Lord, and then you actually pass it to others. Желание покушать. У нас было вопрос, мы сделали один раз встречу для подростков, делали суши. Просто хотели покушать суши, все. We wanted sushi, so that's what it is. So why I like you to talk to each other? Почему хорошо, когда мы общаемся друг с другом? Because I learned a long time ago that iron sharpens iron. Потому что тогда железо подтачивает железо, правильно? И вы друг друга подтачиваете. And you learn from others, and you learn the good things, and you implement them in your А ministry. мы учимся друг у друга, и тогда мы начинаем применять это в служении. So remember, you're never too old to learn. И поэтому нету возраста, когда человек может что? Прекратить, да, свое обучение. So we're going Нету для этого возраста. to talk about 7 things that momentum that every leader needs to know. Вот мысли о импульсе. Импульсе. So number 1, momentum makes leaders look better than they are. Импульс заставляет лидеров выглядеть лучше, чем они есть на самом деле. So I'll share an experience with my coaching and my business life. Дам пример из моего, да, пример из моей роли как тренер и как бизнесмен. So on my coaching side, when we had winning teams, it really made the coach look better. Когда мы говорим о моей роли как тренер, конечно же, каждый раз, когда у нас были команды, которые побеждали, я как тренер выглядел лучше. And it was the same thing in my business life. When I had good momentum going in my stores, Когда я видел, что у меня есть импульс в моих продажах, да, импульс в том деле, что я делаю в моих магазинах, my profits were better because all my expenses were better. Потому что я имел хорошую прибыль, и получалось, что и импульс поддерживался. So if you find out what the gifts and passions are of your people and you use them in that area, Если вы находите страсть, вы видите дарование, тогда это даст момент, это даст импульс вашей команде. Remember, you never do that pridefully, always be humble. Никогда не делайте это гордясь, а делайте это со смирением, и вы будете выглядеть намного лучше. And number 2, momentum helps followers perform better than normal. Импульс помогает последователям работать лучше, чем обычно.
So this is really important with what my wife and I do То, что... Мгм. in our newcomers class. Да, я вот со своей женой занимаемся классом по подготовке только начинающих в вере. So if we find somebody that's gifted in teaching and gifted with children, we get them to teach with children. Когда мы находим человека, который хорошо разбирается в детях, мы вовлекаем этих людей в детское служение. You don't put somebody who's gifted with children and teaching to play the guitar on the stage. Да, если человек, он способен работать с детьми, я не ставлю его на сцену, чтобы он играл на гитаре. Number 3, momentum is easier to steer than it is to start. Импульс легче направлять, чем начинать. So I think is Moldova's national sport wrestling. В Молдавии очень известна Молдавия через борьбу. Да, вольная борьба. Wrestling? Да, это говорит интернет. Вольная борьба это то, чем мы славимся. Боремся и боремся. So like in wrestling, momentum is really important. Да, и поэтому для нас, как бы кажется, момент в борьбе, он очень важен. My uncle wrestled in college. Да, мой дядя, он занимался вольной борьбой, когда он был в университете. And you get that momentum going and get your leg Да, over, you're not stopping. ты чувствуешь, когда можно схватить ногу и все, и начинается, ты не теряешь момент. But it's hard to get that momentum going at the start. Once you get it Вначале going. тяжело подхватить момент, пока ты его, когда ты схватил, тогда не теряй момент. But once you have great momentum going in your church, Да, у тебя есть you're этот unstoppable. импульс, когда есть движение в церкви, не останавливайся. I believe at our church right now, at Venture, our momentum is going really strong. К примеру, сейчас мы как церковь испытываем вот этот момент, этот импульс, движение, и очень довольно сильное движение. Because once again, we're looking at help discipling others Мы, конечно же, занимаемся ученичеством, мы очень много вкладываем в это. and putting others' needs Мы ставим нужды других выше своих. И этому мы учим людей. Number 4, momentum creates an atmosphere for change. Импульс создает атмосферу для изменений, для перемен. You kind of lead by example. Повторимся, что мы руководим личным примером. It goes back to the no vision. Where there's no vision, И people где нет perish. видения у лидера, то тогда народ начинает погибать. Next one is momentum puts victory within reach. Импульс, он ставит победу в пределах досягаемости. So as in sports, my last year I coached. К примеру, в спорте, я последние года, когда я тренировал, Last year that I coached, we made it all the way to the state championship. мы стали практически чуть ли не чемпионами нашего штата. But it was the momentum of winning games before that got us there. Но что помогло нам стать чуть ли не чемпионами штата, это каждый раз, каждая победа, которая нас к этому привела. The same thing with momentum in the business world. И в бизнесе это тоже так же. The momentum I had by my managers underneath me. Тот импульс, который давали мне мои подотчетные мне менеджеры, And investing time in them когда я вкладывал в этих менеджеров свое время, to be able to make their decisions and to be able to believe in them and чтобы put them помочь first. им принимать правильное решение, чтобы они ставили нужды других выше себя, чтобы они испытывали вот этот момент, импульс. That kept the momentum going because I can't do everything myself. Потому что я не мог сам это все делать. Они помогали поддавать, поддерживать импульс в нашем бизнесе. Just like you can't do everything by yourself. Вы не можете самостоятельно ничего делать. You got to keep momentum in your leadership and your servant leaders to help you do your ministry. Вам нужно поддерживать импульс в лидерах, которые вам помогают. That leads us to the next one. It's your responsibility to do that. Это ответственность лидера давать импульс. It's my responsibility to do that. Это моя ответственность передавать людям этот импульс. The last, with the 7, momentum begins inside the leader with vision, passion, and energy. Импульс начинается внутри лидера. Он начинается с видения, страсти и энергии. So let's just talk about passion just for a second. Что есть страсть? In my life, it's all about passion. Моя жизнь напрямую связана со страстью. It's why I left the grocery business to get into the ministry. Почему я оставил бизнес и пошел в служение церкви?
I did very well in the grocery business, but when God calls you to the ministry and to, whether it's paid or unpaid, follow that passion. Когда Бог призывает тебя к чему-то, неважно, оплачиваемый ты или неоплачиваемый, иди и занимайся тем, к чему у тебя страсть. Because if you're lined up with the passion that God has for you, Если у тебя от Бога данная страсть в том или ином деле, and your momentum is going forward, и есть импульс в твоей жизни, он движет тебя вперед, your ministry is unstoppable. тогда твое служение никто не сможет остановить. But how do you kindle fires? Как вы можете зажечь огонь в любом другом сердце? So you have to lead by example. Конечно же, еще раз повторимся, нужно руководить своим личным примером, страсть. So in my life, here's my testimony. Here's how I got to where I'm doing what I'm doing today. Вот что я делаю, почему я делаю то, что я делаю. So about 20 years ago, I was called to be a youth pastor. 20 лет тому назад Господь призвал меня стать молодежным пастором. I did not follow that call. И я, конечно же, не послушался Бога. I loved working with teenagers, but I followed the money. Я занимался с подростками, но я очень сильно следовал деньгам. It wasn't until about 5 years ago that God really started grabbing my heart. 5 лет тому назад Бог так схватил меня за сердце. So September the 12th, 2021, 12 сентября 2021 году I walked into my store я помню тот последний день, когда я зашел в свой магазин. and I gave my 2 weeks notice. И я сказал, вот 2 недели, и вас предупреждаю, что я уйду через 2 недели. Because all this time I've been telling people to follow their passions, Потому что каждый раз я говорил людям, следуй за своей страстью, вкладывай свою страсть. but I wasn't doing it. Но я сам этого не делал. So I had to lead by example, even with my family, my wife, and my kids. Мои дети, моя жена, я хотел вести своим личным примером. So no pay, I left. No pay, just left. No, yeah. Да, я просто оставил эту работу. Да, я знал, что мне никто не будет дальше платить. Я просто это все оставил. Just totally relying on God. Полностью доверял Богу своим выборам. I had a friend who was a pastor, Конечно же, другой друг, пастырь мой, and I had some opportunities to go to other churches. и он мне говорит, послушай, вот у меня в церкви есть для тебя возможность вовлечься. But in the middle of talking to this pastor, God grabbed my heart and just told me to be still and wait. И во время вот этого разговора с этим пастором Бог сказал мне, остановись, не торопись. So that's what I did. И это я сделал. I listened to God, and for me to be still and wait, as busy as I am, was really hard to do. Для меня, я очень занятый человек, чтобы остановиться и ждать, я не могу этого делать. I'm kind of like Oleg, I never stop. Я как и Олег, я никогда не останавливаюсь. I'm a simple guy. So to be still and wait for me was very, very hard. Для меня остановиться это было очень трудно. So he told me to tear my heart, my soul, my mind, and my strength. И я сказал себе, знаете, что я открою свою, и, конечно же, открою ум, силу, сердце свое. He reminded me to transform my mind as we talked Он about. напомнил мне любить его всем этим Бога, и также открыть свой ум для того, чтобы он преображал мой ум. That Greek word for transform is the word metamorphosis, which is И a метаморфозис, это то, что происходит там, в греческом, в Римлянам 12 глава, 1-2 стих. So that's what I did. I transformed my mind. I got right with God. I seeked God. Это когда мы преображаемся в ту бабочку. Да, вот это и есть. Я искал Бога в этот период жизни своей. I tell you that because I was an example to my sons. Почему? Потому что я хотел быть примером для своих сыновей. And not just my wife. Не только примером для своей жены. Because it was at that time my son was living with us while he was having a house built. Мой сын тогда на тот момент жил с нами, он строил себе новый дом. Him, his wife, and 2 kids, 2 dogs lived with us for 5 months. 2 собачки, 2 ребенка, мой сын и его жена жили все у нас в доме. How do you say ay in Moldovan? But 2 weeks before his house he was supposed to close on his house, he lost his job. И 2 недели до того, как он должен был договориться, сколько будет стоить все это, новый дом, он потерял работу. And I was home at
the time getting myself right with God, so I knew what God wanted me to do. И на тот момент я находился дома и искал лица Божьей, что им мне делать дальше. So I remember him walking out of my office. He was using my office as his office. Я помню тот момент, когда он зашел ко мне в офис, в наш домашний офис. With just this look on his face, like how can he tell his wife that he just lost И his он job? говорит: папа, как мне сказать моей жене, что я только что потерял свою работу, не успев подписать контракт о покупке дома или постройке дома. So he had seen my example of following Christ, И он, видя мой пример, как я следовал за Христом, and I was able to pray with him in the hall. когда я мог помолиться вместе с ним, ободрить его в потере этой. Within 5 hours, he had another job. Не прошло больше 5 часов, как ему позвонили кто-то и взяли на другую работу. And he was able to close on his house. И он смог все-таки подписать контракт о новом доме. Now he makes, Praise the Lord. praise the Lord, 5-10 times more than he makes Да, now. он сейчас делает, знаете сколько? Слава Богу. But this was, Намного больше. but this was how God works in his life. He's a worship leader now. Он лидер поклонения сейчас. He's the leader in his home with his wife and his kids. И он может также благословлять свою жену, детей, и быть дома также с ними иногда. I'm so proud of him that he leads by example. И я могу сказать, я горжусь своим сыном, потому что он ведет своим личным примером. And that is what we have to do. We have to lead not only our people in our churches, but our wives, our kids. Мы ведем не только своими церквями, но ведем своими детьми, женой, семьей, Our friends, нашими our друзьями, co-workers, if нашими you- соработниками, коллегами, мы ими тоже ведем. anybody that you come in contact with, you И have to все те, с lead by которыми example. мы встречаемся, мы их должны вести своим личным примером. Because remember, somebody's watching you. Потому что не забывайте, кто-то за вами наблюдает. Let's move on. We're going to talk about 4 kings 4 царя. and their different Страница approaches. 13. And we're going to have to go out. This is where you fill in blanks. 4 царя. So there are 4 kings mentioned in the Bible, 4 царя, которых упоминает Библия. and all of them had momentum, У каждого из них был импульс, момент. some better than others. У одних был лучший момент, у других не было его, или совсем So худший. Saul, he lacked momentum. Первое, Саулу не хватало импульса. He had a weak character. Почему? Потому что, да, и запишите там, не хватало момент импульса из-за своего слабого характера. He had improper motives, Его и неправильные мотивы. and he had doubt. И, конечно, много сомнений. So the weak character and improper motives. Слабый характер, неправильные мотивации. So we had a discussion about character a couple days ago. What is character? What is your character? Когда мы говорим о характере, что есть характер? And why is it important that your character is strong? Почему важно, чтобы у человека был сильный, крепкий характер? Because, like I said, people are watching you. Люди смотрят, они наблюдают. The verse, bad company corrupts good character, in the Мгм. Bible. Мгм. It's who you... Писание говорит, что плохое сообщество что делает? Развращает добрые нравы. Whereas iron sharpens iron, Если железо подтачивает железо, bad company corrupts good character. плохие сообщества развращают человека. So you have to be careful, because look who Jesus hung out with. Но не забывайте, что Христос все равно, Он был другом кого? Грешников. So there's a fine line Вот there. этот момент баланса, да, есть вот такая узкая You want to hang out with, грань, потому что ты хочешь быть другом с грешниками. you want to hang out with the people who don't know Ты Christ, хочешь оставаться другом с неверующими, чтобы они познали Христа. so that you can be the one godly example they might И see in чтобы your ты life. стал тем хорошим примером истинного христианина для них. So the second one, David created momentum. Второй, Давид. Давид создавал импульс. So how do you create momentum? Как мы строим, как мы созидаем момент? With David, И импульс. he used his skills to create his momentum with Goliath. Давид использовал свои навыки. Помните, он поборол исполина Голиафа. So as a shepherd boy, he killed У lions него and был навык, как бросать камни пращу. И он смог поразить и льва, и медведя. So he used the gifts that God had given him Были навыки, которые Бог ему даровал, и он ими пользовался. to slay Goliath.
И этими навыками он смог поразить также и Голиафа. So he created his momentum. Он смог создать импульс, момент, движение. That's the same thing you need to do is get your gifts and your passions and use them to create your momentum. Используйте дары, используйте страсть, используйте таланты, чтобы создать что? Волну, импульс. Like with Scott. Scott is a musician. К примеру, брат Скотт, пастор Скотт, он и музыкант тоже. I am not. Я не музыкант. He can create momentum in our worship leader. Он, к примеру, подходит к лидеру поклонения, и он может создать, да, своим советом, какой-то идеей, вот этот импульс. He understands the sound and the. Он заходит в зал, и он слышит, он понимает музыку, он понимает звук. And I just make a joyful noise. А я просто, да, делаю такой радостный шум. Third, Solomon increased momentum. Третье. Соломон увеличил импульс. Соломон увеличил импульс. That is important. Don't be satisfied with the momentum that you're creating. Не нужно только довольствоваться тем импульсом, который вы уже создали. Use the wisdom like Solomon Используйте мудрость, которую Бог даровал, и как Соломон. to look outside the box to increase your momentum. Смотрите за пределами вот этих ограничений, чтобы увидеть, какой мой импульс, какая моя возможность. Just like with Solomon and Hiram. Как, к примеру, Соломон и Хирам. Solomon could have done it himself, but he used a friend of his father. Соломон мог бы сделать это все сам, но он использовал друга отца своего, который уже был подготовлен. So then we hear about Rehoboam. Следующий царь из Старого Завета, Равам, He stopped momentum. он остановил импульс. And Он гасил движение. how did he stop momentum? Как Равам гасил или остановил импульс? He stopped momentum because he didn't take the advice of his elders. Он гасил импульс, потому что он не брал во внимание совет кого? Старейшин. You can find that in 1 Kings chapter 12, verse 8. Мы это можем найти в 3 Царств, 12 глава, 8 стих. And there's a lot, as I've gotten older, I've learned not to do that. Я, вырастая, понял в своих уже пожилых годах, что не нужно останавливать импульс. There are some of the managers I've had in my past Другими словами, не нужно гасить инициативу. are so prideful Я видел людей, моем, как менеджеры, были настолько гордые, that they can't be taught anything. что их никто ничему не мог учить. So always have an open mind and an open heart to Продолжайте learn всегда оставаться с открытым умом, открытым сердцем, научаем. and to pass that on to the people who И serve. передавайте это отношение людям, которые служат вместе с вами. And that's all I Thank you so much. got. Pastor Pastor Scott Scott is должен- coming in next. Он продолжит этот урок. Thank you, Tim, for starting us off on momentum. Спасибо, брат Тиму, что он помог нам начать этот урок. 3 takeaways I got from what he said. It Из takes того, a что он leader сказал, to start momentum. нужен лидер для того, чтобы начался вот это движение, импульс. He talked a lot about passion. Он говорил о страсти, о важности страсти. So we cannot kindle passion in others until we have it in our own Мы не можем hearts. зажечь страсть в сердцах людей, если мы сами этот огонек не имеем. And then my final takeaway was charisma starts momentum, but character maintains it. Харизма человека начинает движение, а характер его поддерживает. So thank you for teaching me that. I appreciate Спасибо it. за то, что вы научили нас этим урокам. Now in our notebook, we're going to turn to this idea of how do we build momentum. Как мы строим импульс? Как Соломон построил импульс? Страница 14. So we understand that as leaders, we are the ones that has to initiate momentum. Как лидеры мы призваны инициировать импульс, дать старт. So I'm going to put a diagram on the board to help us all understand how we actually get it started. Хотел бы нарисовать эту диаграмму, которая поможет, может быть, немножко лучше понять, как начать импульс. First, get a good sniff. Okay. So the first thing we have to do in order to be able to initiate momentum Чтобы инициировать какой-то момент, нам нужно следующие 3. is know our past.
Первое, знай свое прошлое. Very important. I described the church that I came into that Я вам was описал. failing and dying. То я перешел, да, в одну церковь, которая попросила меня прийти помочь, а эта церковь умирала. There were 4 leaders before me. До меня было 4 пастора в этой церкви, которые помогли. Part of my responsibility is to know their story and how they impacted the momentum of the church before I got there. Чтобы помочь этой церкви, мне нужно было понять истории всех 4 пасторов и какой импульс давали они церкви. That's exactly what we were just learning from the scripture. Это то, чему научило нас Слово Божие. Мы только что Saul was the написали. first king, then David, then Видите, Solomon. не зря упомянуты эти цари. Первый был Саул упомянут, потом Давид, потом Соломон, потом Равам. And then a divided kingdom of А Israel потом after после that. Равама что происходит? Разделяется царство на So северное и южное. we have to know our past. Знаете прошлое, откуда вы, на чем вы строите. And then we need to assess our present scenario. Потом дайте оценку нынешнему времени. Да? Дайте ноты презенту. Дайте оценку нынешнему времени, сегодняшней ситуации. So we need to look at our current scenario so that we can make a better decision. Сегодняшний сценарий, какая моя сегодняшняя обстановка, чтобы понять, как лучше принимать решения. That's the day-to-day ongoing process of leadership, right? Это процесс, ежедневный процесс руководства. Я оцениваю обстановку сегодняшнего дня. As a leader, we're the ones that are in charge of looking at the things no one else might never see. И лидеры, они видят то, чего другие люди, возможно, никогда не увидят. Then we forecast the future. А потом предугадываем будущее, предполагаем, какое будет будущее. Okay, we're answering the question, how do we create momentum? Присупунем карева фивито, да? Какое будет будущее? Knowing our past is where we gain wisdom. Смотря на прошлое, изучая прошлое, мы наполняемся мудростью. To move an organization forward without knowing its past И чтобы руководить церковью или какой-то организацией, миссией, без знания прошлого, we are moving forward lacking wisdom, and that is foolish. я думаю, что это не мудро вести церковью, где были другие служители до тебя, не без того, чтобы изучить прошлое. That's a train wreck waiting to happen. Я думаю, что там большая будет авария, катастрофа. Когда берешься за церковь, где уже были до тебя другие, и ты не знаешь прошлого. When we know our past, we gain wisdom, and that gives us Изучая прошлое, мы набираемся мудрости. credibility. Следующее здесь доверие. Это дает нам доверие. Когда мы принимаем правильное решение. Сегодня доверие, запишите слово. So when we help others understand our current situation, Когда мы помогаем людям понять нашу сегодняшнюю обстановку, сегодняшние обстоятельства, we gain credibility and buy into our vision. тогда люди больше доверяют нам и соглашаются с нашим видением. When people are bought into the vision, then and only then Тогда, когда люди соглашаются с нашим видением, can we take our steps forward. только тогда, изучив прошлое, понимая нынешнее, можем двигаться куда? В будущее. So what we're able to do here when we gain wisdom Когда мы набираемся мудрости, and credibility, люди больше нам доверяют, we are then able to mobilize our team. тогда нам намного легче мобилизировать нашу команду на будущее дело. And when all of these come together, И когда вот эти все три части сходятся в одно, that's momentum. вот тогда создается импульс, момент, движение, волна. And creative momentum really is that simple. Я скажу, это очень просто, не прям так сложно. We're students of our past, Мы являемся хорошими учениками we're students прошлого, of our present мы situation. хорошие ученики нынешнего, понимаем сегодняшнюю We ситуацию. combine wisdom and credibility. Мы, комбинируем или сходится мудрость и доверие. And that allows us to mobilize И our когда team. сходится мудрость и доверие к нам, то людям легче что? За нами пойти. Мобилизация. Now, the reality of momentum is this is not a one-time exercise. Мы делаем это постоянно, это не один только раз происходит. It's a constant process. Это постоянный процесс. We look at this annually Мы каждый год смотрим на это. because now we have a new past that is our past, right? We have a year in the rearview mirror. К примеру, мы начали, год спустя мы смотрим назад.
уже есть какое-то прошлое, даже если в твоей церкви 1 год. And as Tim said earlier, if we don't learn from our own mistakes and wins, Если мы не учимся на наших победах и на наших ошибках за тот год, other people obviously see them. другие люди видят наши победы, другие люди видят наши And if we don't recognize and correct, we will lose credibility. ошибки, и тогда что теряется? Доверие. Right? And then our team won't follow us Если anymore. мы не учимся на наших ошибках и на прошлом, люди не захотят что? Следовать за нами. So this is an ongoing process. Annually, Это quarterly, процесс semi-annually, ежегодный. Мы делаем это иногда каждые 3 месяца, даем оценку. weekly, if not every И day. иногда даже бывает еженедельно, и бывает даже ежедневно. I am always evaluating and reevaluating these 3 areas of momentum so that I can take the next best step. Я каждый раз даю оценку прошлому и так далее, делаю вот это упражнение, чтобы понять, какой мой правильный следующий шаг. So let's see how this played out in the life of Solomon. Посмотрим на жизнь Соломона, как Соломон подходил или использовал эту методику. So Solomon learned from David, David learned from Saul. Мы видим, что Соломон учился у Давида, Давид учился у Саула, And then Rehoboam came and tore down а everything that David пришел, built up. появился на горизонте Равам, и он что сделал? Разрушил все. But let's learn how Solomon built momentum. Number 1, he valued what David had provided Первое, him. он ценил то, чего Давид дал ему. There were leaders that came before me that did very good things, and some had some very big failures. Скажу, до меня были пастора, которые сделали очень хорошо свое дело, а были, которые провалили очень даже плохо свое дело. But both parts of their leadership journey are valuable to me, both their failures and their successes. Обе части, и их успех, и их, падение или неудачи являются важными для меня. David had some great successes, but he also had some big У failures. Давида было очень много успеха, но он и немало имел и падений. Right? So we want to learn from those that have gone before us. Давайте учиться у тех, которые пришли или были в служении до нас. And then number 2, he humbly asked for God's Второе. wisdom Он above all смиренно else. просил у Бога мудрости в руководстве превыше всего. Here's the reality. As a leader, I don't have all the answers, and neither do you. Мне нужна мудрость. Почему? Потому что у меня нету ответов на все вопросы, как и у вас нет ответов на все ситуации. And the reality is, I never will, and neither will И you. реальность есть такая, что я никогда не смогу иметь всю мудрость, которая мне нужна. So we need to gain wisdom. Нам нужно больше мудрости. And remember, wisdom is knowledge in action. Мудрость. Что есть мудрость? Определение мудрости – это знание в движении, знание в практике. It's the difference between knowing something and doing Это something. with большая that разница knowledge. между знать и применять знания, то, что является мудростью. And so, obviously, the key to momentum is knowing what to do with the knowledge that we have. Ключ к моменту, к импульсу – это знать, что делать со знанием и как его применять. Right? And we can learn that from other people. Мы можем научиться у людей, как применять знания. If you don't have a mentor in your life right now, I would encourage you to find a mentor. Дорогие служители, дорогие лидеры, нам нужны менторы, наставники. Если у тебя нету наставника, найди себе ментора. Someone who's done what you're trying to do. То, что вы уже делаете, этот человек, может быть, уже сделал в своей жизни, он может тебя наставить. A person who can help you gain momentum much faster Этот человек может помочь than you тебе, trying to do it on your own. да, подловить импульс намного быстрее, чем нежели если бы ты сам тронулся, сам начал движение. The third lesson we can learn from Solomon is he made decisive decisions that won him credibility. Соломон, он принимал мудрые решения, которые завоевали ему доверие. Now, if you are struggling with momentum in your organization right now, Если вы чувствуете, что у вас штиль и нету импульса, нету движения в вашей церкви или в вашем служении, and all of us face that from time to и time. скажу, что все проходят через эти ситуации, периоды иногда, You remember или почаще.
my leadership journey story that I told you a moment Я ago. вам рассказал немножко о своем пути в лидерстве, в We служении. had a church in massive debt. We sold that. We were debt free. Церковь, которая была в огромных долгах, мы продали, стали без долгов. And then in less than 6 months, we're already back in Начали debt again. новое здание, открыли, и меньше 6 месяцев еще больше $1 миллиона. So we got out of the gate with a lot of momentum and everybody was Вначале мы начали с cheering and таким happy. импульсом, да, с такой радостью, люди радовались. We had a ton of Вы credibility знаете, сколько доверия было в церкви к нам? Огромнейшее доверие. because we were able to do what none of the leaders were able to do Мы смогли before. сделать то, Sell чего this другие location and 5 move. пасторов за историю церкви не смогли сделать. And Чтобы then- мы могли двигаться вперед. Then all of a sudden, А we hit a потом- wall Мы ударились об стену. and momentum came to a screeching И что halt. произошло? Наш импульс остановился. So here's the question. What do you do if you're in a situation where you're either lacking momentum or you're trying to start? Что нам делать тогда, когда нам не хватает импульса, или мы хотим, чтобы нам кто-то его дал? Here's what I believe the answer to that question. Я верю, что здесь есть ответ. Get a few wins under your belt. Найдите пару побед и расскажите о них. Set some very achievable goals that you can accomplish Поставьте перед собой задачи достигаемые и расскажите церкви о них. so that you build credibility and buy-in. Это даст им больше доверия вам, чтобы люди согласились дальше за вами и с вами служить или идти. We're not trying to manipulate people. Мы не говорим о манипуляции. We're not trying to Нельзя. win them over with Мы charisma. не стараемся харизмой как-то их убедить. We're trying to demonstrate a character trait that says, even though I hit a roadblock, Мы стараемся показать, что да, this was мы ударились об session стену, one, I will never give up но as your больше, leader. я не сдаюсь как лидер, и мы вместе сможем все-таки выйти с этого. Although we had a setback, Даже если мы we're провалили not дело, going to allow this to keep us мы не from accomplishing позволим what God has этому, asked us to чтобы accomplish. остановить нас в исполнении того, что Бог хочет, чтобы мы достигли. A few wins that people can see Мало вот этих пару побед, но чтобы они были видны. will restore credibility Они faster than восстановят anything else. доверие церкви или людей к лидерам. It's not something we do to prove ourselves to Мы не them. должны убеждать кого-то в чем-то, No, it's something we invite them in Мы so that доказываем. we accomplish it но мы просто together. показываем, что мы с церковью достигли хоть что-то. When we build morale, we build momentum. Вы знаете, когда мораль церкви поднимается, да, вот, отношение позитивное, то создается что? Импульс. But if we build morale and we don't move forward, Но если мы создали вот эту атмосферу положительную, готовую, не движемся, the leaders that are in our midst will leave us. лидеры, которые находятся среди нас, они начнут что? Уходить. That's exactly what happened to the church that I came to. Я пришел в церковь, где лидеры, 30 лидеров ушли до меня. There were a couple of men that preceded me that built morale, Люди что сделали? Создали хорошую атмосферу движения, and the gentleman that led right before I got there could not move а the человек organization до forward. меня, который был там, не смог дать им движение, не дал им импульс. During that time period, Вот в этот период, сколько он был там, most of the higher level leaders left the organization. основные лидеры церкви, они просто ушли, потому что он стал для них ограничением. So once we gain credibility and morale, we need momentum. We need Когда to вы move. создаете хорошую атмосферу, люди хотят двигаться, то что? Дайте им движение. When there's fear in the leader's heart, other people will see it. Другое что? Когда в лидере кроется страх, люди это почувствуют. And so as leaders, we've got to be willing to step out of the boat Можете and walk записать on себе, water. да, когда в лидере есть страх, команда будет это чувствовать. Поэтому лидеры, совет, запишите себе, научитесь ходить по воде. This goes back to the question earlier on vision. Right? Where does that come from? Откуда приходит видение? Вот кто-то задал вопрос. So God gives us vision. Once He gives us vision, we have got to be willing to step out of Бог the дает boat. нам видение, когда Бог посеял семя видения в сердце, нам нужно что? Выйти с лодки. So if you're lacking momentum right now, Но если у вас недостаточно момента, движения, one reason could possibly be вы знаете, какая может быть причина? the people that are following you Люди, которые следуют за нами, are waiting for you to step out of the boat. иногда они ждут, чтобы мы сами сделали первый шаг из лодки. What's your boat?
Какая твоя лодка? What step of faith do you need to Какой take? тот шаг веры ты должен сделать? What water is God calling you to В walk какой on? воде, к какому озеру Бог тебя призвал? Are Делай you willing рыбу. to meet Jesus on the water? Готов ли ты встретиться с Иисусом He's прямо calling. посреди He's saying, озера? come. Иисус просто говорит, выйди, приди, иди ко That's мне. vision, right? Это есть видение. Jesus saying, come follow Иисус me. говорит, Come do иди, what I'm следуй doing. за Come мной, walk делай on the то, water. что я делаю, ходи по воде. And momentum is created when we take Когда that момент- first step of faith. Момент, он начинается, импульс начинается, когда лидер делает что? Первый шаг из лодки. You step out of the boat, your people will step out of the Когда boat. лидер выходит из лодки, тогда и люди захотят выйти откуда? Из зоны комфорта, из лодки. If you're trying to find leaders right now to help you, Если вы ищете лидеров, которых вы просите или молитесь, чтобы они вам помогли, step out of the boat, walk on water, and other научитесь ходить leaders will самому, take that. выйти из лодки, ходить по воде и не бояться. It may take time, but they will follow that. Да, может быть, немножко нужно будет время для этого, но они последуют за таким лидером, который что? Не сидит в лодке. All right, the last thing we can learn from Solomon Кто с here. этим согласен? Аминь. Аминь. Yeah, he surrounded himself with wise and skillful leaders. Следующее, он окружил себя мудрыми и умелыми лидерами. All right, this is like releasing a pressure valve. Это вот да, под давлением, и ты открываешь, и начинает давление выходить. You know, if like you shake up a bottle of Coke, Да, вот, к примеру, Кока-Колу, да, взял и ее потряс, и что? and all this tension is in И there, бутылка, да, такое давление там and внутри. you barely release И the ты cap. по ним только открыл эту бутылочку, что? Пробка вылетает. That's what this leadership lesson Это should и make you есть. feel like. Вот то, к чему мы хотим вас подвести, чтобы внутри вас было что? Как в той бутылке Кока-Колы. Here's what I'm getting after. Вот что я хочу. Momentum, you've got to take the first step as a leader, Лидеру нужно сделать первый шаг. but it's not all on your shoulders. Не забудьте, лидер не должен нести все служение на себе. People need a shepherd, they need a leader. Лидерам нужен лидер. But the beautiful thing about the kingdom of God is God surrounds us with other leaders to help maintain and increase momentum. Бог приносит нам вокруг в наше окружение других лидеров, чтобы что сделать? Помочь нам поддержать импульс, движение. Our responsibility as leaders is to take the first step out of the boat. Наша же ответственность как лидера сделать первый шаг и выйти с лодки. But as others start walking on water with us, Те другие люди, которые находятся с нами, we are они now начинают ходить с surrounded нами by по a воде, team и that's нас окружает capable хорошая of команда. greater influence, Они имеют влияние. greater impact. И с нами у них будет больше влияния и больше, больше результатов. So, what I'd like to do here, just for a moment, Если вы is хотите сфотографировать это, он вытирает. for you to think about your organization that you lead. Говоря о организации, которой вы руководите, And draw a simple org chart of your organization. к примеру, задай себе вопрос, какая органиграмма моей церкви? What is it that you do as a leader? I'm going to put my Что initial делаю я S, как лидер? Scott. Скотт. Okay, let's say that you have Напишите a, себе органиграмму моей церкви. you've got a kids ministry, У вас, к примеру, там детское you've служение, got a student ministry, молодежное служение. and you're ministering to adults. И, по примеру, взрослым, служение взрослым. Think of all the things that you're doing. You're going to have all kinds of boxes. У вас могут быть намного больше, чем вот Things эти. that Да, you сколько are у меня hoping есть. to do or wanting to do. То, чего я хочу сделать, это может быть и дело As your будущего. vision grows, you're going to have items down Чем here, больше будет расти ваше that you видение, want to у вас do будет this больше year, направлений right? в вашем служении. You get the Правильно? picture. Just do Просто a roadmap. поймите меня, что имею в виду органиграмма церкви. Do a roadmap of your leadership journey. Вот распишите путь вашего роста служения, лидерства. Now here's the reality. Посмотрите, какая есть реальность. When we are just starting out, Когда мы только начинаем, oftentimes our names are in all of these часто бывает, boxes, что ваше имя повсюду. right? Кто был в такой ситуации? Right? So we're doing all of Да, мы these. делаем все. Мы и детский лидер, мы лидер поклонения, мы да. This picture is the enemy of momentum. Скажу вам, этот пример, который вам даю, это враг импульса. There's only so much you can do. Потому что ты можешь быть только, можешь делать только столько, сколько ты можешь делать. So,
This principle says when we create momentum, we'll be surrounded by skillful leaders. Когда мы создаем момент, другие лидеры захотят тоже прилепиться, быть частью вашего импульса. So we have to decide based on what God tells На us основании того, что Бог говорит вам, what we are going to focus on, на что ты должен сконцентрировать свое внимание, какие and твои then основные pray сферы, for people for those и positions. молись за людей, чтобы Бог послал людей, которые заполнили другие квадратики. We identify this is the best thing that I can do to Это help то, create что самое momentum. лучшее может сделать Скотт для того, чтобы создать импульс. I may be already doing some good things, Я могу делать что-то хорошо, but they are not the best things I could но be они не doing. самые лучшие. So in other words, if I don't have the skilled people around me to accomplish this, Если, к примеру, у меня нету достаточно людей, чтобы они I помогли need мне, to decide what I'm not going to do right now если я вижу, что мне не хватает людей, мне нужно что? Решиться, что order to я должен create вычеркнуть, and maintain momentum. чтобы создать и поддержать импульс. All right, this is a good exercise to Это do. очень хорошее 2 or 3 times хорошее a year. упражнение. Нарисуйте свои сферы служения и задайте себе вопрос, как часто появляется ваше имя там. Because you only have so much leadership capital Потому and что time and внутри каждого из вас есть только бюджет или капитал лидерства настолько, сколько вы можете выдержать. I think it's better to do a few things great than it is Лучше to do a немножко, whole но lot of хорошо, things that are just okay. чем нежели быть повсюду и делать плохо. Yeah, here's why. If we do a few Кто с этим things great, согласен? yeah, They all agree with you. yeah, I hope so. Я надеюсь, что вы согласны со мной. Yeah, if we do a few things great, Если мы можем Other делать leaders will take очень notice of хорошо то, что мы делаем, то другие лидеры захотят прилепиться к if we нашему do a делу. whole lot of things just kind of, А если мы делаем многое и так себе, they will look at that and question your credibility as to can you do anything great? и тогда люди зададут себе вопрос, а можно ли быть частью этой команды и достичь величия какого-то или чего-то великого сделать? But this is a biblical principle. God didn't call me to do everything. Библейский принцип, запишите, прошу вас там. Бог не призвал меня делать все. He did not call you to do everything. Бог не призвал тебя делать все. Посмотрите соседу в глаза и скажите, Бог не призвал тебя делать все. Будет трудно сказать это. Я знаю. Дорогие лидеры, давайте мы вместе тогда скажем. Раз, два, три. Бог не призвал меня делать все. Аминь. Хорошо, сестры с этим не согласны. Yeah, let's think this through together. What happens if we do too many things? Что происходит, если лидер делает чересчур много? Let's have some answers. Кто? There was a burnout. Burnout. Истощение. Exactly right. Истощение лидером. Что еще? Умирает. Лидер, да. О, правильно. Очень правильно, в точку. Burnout, death. Okay. Видите, очень простая вещь. Да, шкала простая. Изнурен, умер. Все. Yeah, yeah. Семья страдает, церковь страдает. Yeah, family suffers. Churches suffer. Absolutely. Хорошо, должен и так оценивать. Говорят, да я видел, как он это делает. Значит, он то, что хорошо делает на самом деле. Ставит уже люди по своему. Anything that he does well gets to be questioned because he does average in everywhere. Absolutely. Абсолютно правильно. Еще? What of us? Еще? Становится посмешище. Yeah, people laugh at the person like that. Yes, for sure. For sure. Yes, one of the things I've noticed when people are doing too many things, Что я замечаю, когда люди делают чересчур много? the first thing that happens is they become negative. Первое, что они становятся очень отрицательно настроены. Now think about that. A leader that becomes negative has really a bad impact on И folks. люди, которые становятся отрицательно настроенными, они плохое влияние имеют на людей. But even for the leader, the thing that God asked them to do, they were once passionate about. И те лидеры, которые когда-то были настолько полны страсти, Now they're no longer passionate about больше it. нету ни страсти, They're negative about the fact that they have to do it. они уже настолько отрицательно относятся к тому, что они делают. And so their language as a leader shifts Их from язык, термины, слова, которые они используют,
it changes from I get to do this Вместо того, чтобы сказать, слава Богу, у меня есть to возможность this это делать. pastor of I have to do this. И начинает говорить, мне нужно этим заниматься. See, that's a good indicator for us as leaders to say, Хороший индикатор, когда лидер доходит уже до предела. do I still have a heart posture that says, Еще есть God, thank радость you в that I этом. get to do this? Спасибо, Боже, что у меня есть эта возможность сделать это служение. Or are we saying, God, Опять Боже, why do I опять? have to do this Почему again? мне одному нужно это все делать? Right? А? And that's the beginning of the Это momentum уже breaker. что? Это называется момент, когда лидер начинает спадать, у него страсть и импульс. If we as leaders see the glass as half empty instead of half full, Если человек, служитель, видит всегда только стакан наполовину пустой, that's a sure sign that это our уже еще один momentum is знак being того, lost. что он начинает угасать. Okay, it's good stuff. Хороший пример. Да, хороший Yeah. So, on the opposite of that, in our material, we're looking at secrets to being a positive leader. Секреты позитивного лидерства. There are 3 of them listed here in our material. The first one is, I believe the work that I'm doing is of eternal importance. Первое утверждение. Я верю, что работу, которую я делаю, имеет вечное значение. And so, you can do it now or think more about it, but Дайте себе быстренько scale of оценку. 1 to 10 От here. 1 до 10, как вы думаете, то, что вы делаете, имеет вечное значение? You can do some self-evaluation to assess how do you feel about what you're doing right now for Как God. вы чувствуете, то, что вы делаете, имеет вечное значение или нет? Если да, дайте оценку. Number 10, I get to do this, Lord, thank you so much. Десятка означает, слава тебе, Боже, я нахожусь в этом деле. Number 1, I have to do this and I wish you Единичка would find означает, someone else. опять мне нужно готовиться и делать это. Right? But remember our introduction, we're all a part of something bigger than ourselves. Мы все призваны быть частью чего-то более великого, чем мы сами можем сделать. So Сами можем we should достичь. remain positive about what God has invited us into. Поддерживайте положительное отношение к тому, что Господь вас призвал делать. Yeah. Adam and Eve worked in the garden when God created them. Адам и Ева, когда Бог их создал, им пришлось работать в Эдемском саду. And people often ask me, Scott, what do you think we're going to do in heaven? when А we're люди in иногда heaven?" спрашивают, что, пастырь Скотт, мы будем делать на небесах? Here's what I think we're going to do. Вот что я думаю, мы будем делать. We're going to work. Мы будем работать. Work was designed to bring God glory and us Через joy. работу, служение мы приносим славу Божию. Бог так создал человека. Because sin entered the world, now work for us is toilsome. Вошел, проник грех, и грех, что сделал? Он поменял отношение человека к работе, и это стало трудно. But He never created work to be that way. Бог не Sin создал работу, чтобы она brought была таким, anguish to work. а наоборот, грех изменил отношение человека к работе. И он назвал его труд. And so you and I, as leaders, have to understand and grasp what God has invited us into К чему Бог призвал тебя и меня? is an opportunity through work to glorify and honor Him. Это чтобы через работу мы могли кого? Бога прославлять и почитать. And when we have that Когда у нас это perspective есть, on work, we will be positive. тогда мы будем более положительно относиться ко всему, что Бог нам дает делать. Thank you, brother. Number 2, I believe that the people around me are the best. Я верю, что люди в моей команде лучшие. Дайте оценочку, прошу вас. Я верю, что люди в моей команде лучшие. Честно смеемся. I must Оценочку, confess, оценочку, там нуля нет. Я просто, а людей выпугали, как бы. I must confess, this one is it's an ongoing challenge for me Для меня это действительно, да, проблема, с которой я борюсь сейчас. because I expect a lot from my team Я ожидаю многого от своей команды. because I believe God expects a lot from me. Потому что я верю, что Бог ожидает многого от меня. Now, motivating them and creating momentum is my role and Это responsibility. моя ответственность перед Богом за мою команду, чтобы создать импульс, момент, волну. You have this thing, you can lead a horse to water, but you can't make him drink. Мгм. Yeah. Ты можешь привести лошадь к воде, но не можешь ее заставить пить.
So I am always evaluating the people that are on my team, Я всегда даю оценку своим людям в команде. trying to mobilize them and their strengths. Я всегда смотрю на их сильные стороны и мобилизировать их на сильных сторонах моей команды. But I'm always seeking wisdom from the Lord to answer the question, are they giving God their best? И когда я молюсь, я всегда молюсь, чтобы Господи, задаю вопрос, Господи, отдают ли они самое лучшее, что они имеют для Тебя? Now, Потому что Бог достоин самого лучшего. the reason why I said I wrestle with this and it's a challenge Сейчас я борюсь с этим, и почему я вам открываю это все? is because it's one of my favorite parts of the leadership process. Это самая интересная часть процесса руководства людьми. I love to find a number 3 person on my team Я нахожу человека, который находится у меня на 3-й позиции в команде, to help them become a 4. чтобы они, человек в оценку 3, чтобы стал человек в оценку 4. I love to find a number 9 and help them become a number Человека в 10. оценочку 9, помочь им стать оценочкой 10. And think about it, that's exactly what Jesus did with the disciples. Это то, что делал Иисус со своими учениками. Those 12 guys flunked out of the rabbinical system for the Hebrew children. Видите, что они выросли в системе, раввинской системе, They weren't в иудейской rabbis. системе. They were fishermen, tax Они не были collectors. раввинами, они были простыми рыбаками, или те, которые просто собирали налоги. Jesus came and picked up and invited number 1, 2, and 3, and so number 4 Иисус выбрал людей, которые были в категории троечка, или уровень их был 4, into a leadership journey where he would ultimately lay on their shoulders the foundation of planting the и Он first призвал их в это путешествие, где на их плечах Он будет строить церковь свою. So the reason that's challenging, if we're trying to stay positive, Если мы стараемся оставаться положительно настроенными, and I see a 3 that really should be performing as a и 6, если я вижу, что там братик, он там 3, но он может на 6, then we've got to have hard, loving conversations with тогда я что that делаю? С 3 любовью, но придется пообщаться. to help create momentum in their own leadership Чтобы journey. помочь этому человеку, что сделать, создать, дать импульс, чтобы этот человек мог служить на оценочку 6, For me, а не 3. it's one of the best parts of being a leader, but it's one of the most challenging parts of Это being a самая leader. хорошая часть лидерства, но очень трудная часть. And ultimately, sometimes there's the hard decision to say, you know what, И вы знаете, иногда, в конце концов, получается, нужно принимать очень сложные I решения. don't think you can ever be the best you're going to be on my team. И я могу сказать только одно. Если человек упирается, не хочет расти, я могу сказать только одно. В моей команде, возможно, у тебя не получится перейти от 3 в 6, But I do believe you can в come alive 7 или 8. in your calling on their team. И я могу сказать только одно. Вы знаете, что, братик, может быть, тебе стоит лучше стать частью другой команды. И в той команде у тебя будет лучше. Получится. That's not a bad thing. That can be very positive. И это неплохо. Это, в зависимости, как это ты поставишь, оно может выглядеть очень положительно. Tim took the position of a man that was on my staff that was one of my closest friends. К примеру, брат Тим стал человеком, или заменил человека, который был один из на его месте служил самый лучший друг. He served on my last church with me. Он был моим самым лучшим другом. Мы были в церкви вместе. For 5 years. Мы служили вместе, how large was that church? 5,000 plus people. Мы служили с тем человеком вместе в другой церкви. И мы служили в церкви, где было 5000 человек. That's an important question. We had 120 people on the staff. Я руководил в той другой церкви работниками в 120 человек. So the church I serve now, we have 10 people on our paid staff. Представляете себе, вот эти люди, которые работали у меня в команде, оплачиваемы церковью. And so he was leading kids ministry, birth through 6th grade. Тот брат отвечал за все детское служение в нашей церкви, от рождения до подросткового возраста. At that church, we had 1,500 children every Sunday. Каждое воскресенье between birth and 6th grade. 1500 детей приходило к нам на собрание.
He had over 50 paid staff members on his Только под team. его руководством находилось 50 работников, оплачиваемой He церкви. managed 464 volunteers У него to было make a под Sunday его morning ответственностью work. 460 волонтеров, которые каждое воскресенье нужно было им раздавать ответственность. And so he was the only staff member that I brought from that church to this Из church. той right now. церкви, когда я переехал помочь спасти другую церковь, я его взял с собой. And where he was a very valuable member of my team at the previous church, Там, в той команде, он был очень ценным человеком. he did not add value in my current Но он situation. попросился прийти со мной, и, к сожалению, здесь он не справился с этим делом. So now Tim is in my friend's role, Сейчас он замещает или на том месте, где был мой друг. but I had to have that hard conversation with a dear friend that I'd worked with for 10 years 10 лет я служил в той другой церкви, в той большой церкви, и мне пришлось с ним пообщаться. to say, you're no longer И on our сказать team ему: with ты us. знаешь, что прости меня, но ты больше не можешь быть в моей команде. But here's what was happening. He was challenging our momentum, not on purpose. Видите, что происходило? Он просто ставил под сомнение и подрывал момент в нашей новой No команде. ill motives in his Не heart. было каких-то плохих, корыстных целей в этом He всем. is a godly Я man. могу сказать, тот брат, он богобоязненный брат. But he wasn't the right person Но for the он right не был season. Да, подходящим человеком в подходящее время для нашей новой церкви. So this is a challenging one. И это очень сложно, когда общаешься с людьми. But if we don't deal with situations like that, Если же мы не общаемся с людьми в трудные моменты, his lack of credibility with my team его недоверие, которое создалось в команде, caused my team to question my credibility as a если я leader. его дальше держу в команде, то тогда команда будет не доверять кому? Основному лидеру. And here's the deal. It's not about me. Не я, It's about the vision. они не мне It's about what служат. God's inviting us Мы into. служим Богом данному видению. And I, as a этой новой leader, had to церкви. make the hard decision И мне, как лидеру, пришлось принять такое сложное решение. because I know beyond a shadow of a doubt that God has called me to lead this church. И я знаю, без никакого сомнения, Бог призвал меня спасти эту церковь, помочь этой церкви. And so the vision, the mission is more important than me. Поэтому для меня видение, миссия важнее, чем то, кем я являюсь в этой церкви. But God wasn't saying that I should leave, that I needed to remove him of that seat И если Бог сказал, не ты должен уйти, но нужно поменять, so that he could место go этого человека thrive с другим, somewhere else. чтобы он в другой команде мог процветать. Any questions, comments on Вопросы, that? комментарии? Сложная тема, я знаю. О, первые руки подняли. Спасибо. У меня вопрос к тому, Прости, что мы говорили чуть-чуть раньше. да. Если можно громче. У меня вопрос к тому, что мы говорили чуть-чуть раньше про, допустим, вы говорите за отношения, то есть отрицательные и положительные. К примеру, если у человека он уже с отрицательным отношением, то есть что ему делать? Что ему посоветовать? What do you do with people that are, negative in their attitude? What do you do with them? They already have that attitude. Остановиться или оставить служение? Shall stop or give up on the ministry or change the attitude? How do you change the attitude? Yeah. Tim talked a little bit about this earlier. The first question I need an answer to is, are they coachable? Первое, что я задаю вопрос об этом человеке. Первое. Наставляемый ли этот человек? Обучаемый ли он или нет? Right. The second question I want to know is, have they ever been discipled? Второй вопрос. Кто-то ученичеством занимался с этим человеком или он самоучка? Yeah. So there's a lot of different angles here, but is a person coachable and have they been discipled? Has anyone taught them what the character and nature of God is and what our character and nature Помог should ли be кто-то like? ему понять, какой характер Божий, как он выглядит Божий характер, и как можно перенимать качество Божьего характера? Because if someone hasn't been discipled, their tendency is to act and to think like the world thinks. Видите, почему? Когда никто не занимается ученичеством, братья и сестры, очень важный момент для всех.
Когда молодые лидеры растут, и никто ими не занимается, они начинают реагировать как мирские. I mean, there's some positive people in the world that don't know Jesus, but most people are negative. Почему? Потому что в миру большинство людей все очень отрицательно настроены, правильно? Yeah. Why? Because it's easier to be negative than it is Легче быть positive. отрицательно настроенным человеком, чем нежели положительно настроенным человеком. Even the way God designed the muscle structure in our Даже если face, Бог создал так, чтобы приятнее было улыбаться, biologically speaking, it takes less muscles to frown than it does to smile. да, намного меньше нужно мышц использовать, чтобы улыбнуться, чем нежели да, кривиться. Да. And so we might have an ignorance issue with this person. Возможно, он просто не They знает just don't чего-то. know any better Просто yet. не знает, как лучше можно жить. So we start to have very simple conversations with them to guide them and lead them. Бывает in момент, когда Scripture. нужно очень таки серьезное общение с этим человеком и давать ему направление в And лидерстве. here's what I think the key to teaching someone is. И еще один ключевой такой, может быть, момент в росте этого человека. The key to teaching someone something new is not to tell them stop doing that. Может быть, не стоит сказать человеку, останавливайся и не делай то, что ты делаешь. We have to start with why, not what. Человеку нужно понять, почему я делаю то, что я делаю, а не что я Why делаю, do we как need to делаю. stop doing that behavior? Почему я должен поменять свое отношение? Why do we need to stop thinking that way? Почему я должен остановиться и не думать так, как я думаю? Why do we need to stop expressing every negative thought we Почему think? я должен остановиться и не выдавать прямо все мои отрицательные мысли на лицо? Then we can get to what needs to change. А потом уже приходим к тому, что должно измениться в его служении. And that's sanctification, right? That's discipleship. Это ученичество, это освящение. But the bottom line question would be, are they willing to receive that? Но основной вопрос какой? Научаемы эти люди и наставляемы или нет? But here's what I really believe. I believe most people are willing, if they understand why, they're willing to make some changes. Я верю, что люди, большинство людей желают что-то менять. Yeah. Why? Because we're part of something bigger than ourselves. Почему? Потому что являемся частью чего-то более великого, чем мы можем сами сделать. Why? Because God said, I'll do exceedingly abundantly more than you could ever dream, think, or Бог imagine. говорит, я сделаю больше, чем может ты даже себе представить. A negative person is never going to see abundantly more than we could ever dream, Ни think, or один imagine. отрицательно настроенный человек не сможет увидеть вот это сверхъестественное, великое, что может сделать Бог в его жизни. Because they're going to have this posture. Почему? Потому что они вот так вот всегда Instead выглядят. of this posture. Вместо того, чтобы поднять, да, вот просто быть открытыми, с открытыми ладонями жить. Yeah. And so that's all about the why Это вот вопрос, почему? instead of stop doing that. Вместо того, чтобы остановить, больше Why так should не I делать, stop не doing говори that? так. They don't even know what they're affecting, you know? Иногда даже люди не осознают, как они со своими отрицательными мыслями, отношениями влияют на других. Yeah. And so kind of the final step of that process Последняя часть короткого вопроса. is when they see that they're changed from negativity to positivity, Если вы видите, что они меняются от отрицательно настроенного к положительно actually настроенному, begins to influence the organization in a good и way, мы видим, что этот человек начинает влиять положительно на нашу церковь или that's when the организацию, leadership light bulb goes off for them. тогда мы что делаем? Тогда начинает включаться лидерская искра. For example, Лампочка внутри you've них. got a negative person, nobody on your team wants to be around them, they avoid them, И right? потому что с отрицательным настроенным человеком никто в команде не хочет иметь дела. All of a sudden, when that negative person begins to be positive, people want to be И around когда him. человек становится положительно настроенным, тогда другие что начинают? Окружать этого человека. Right? And then there's that leadership spark. И Things это can происходит, happen. вот эта лампочка включилась, да? И искра появилась. Yeah. Thank you so much. Yeah, We absolutely. have one more question. Еще сестра Карина тоже хотела сейчас задать вопрос. Да, Пожалуйста. ли правила всех одинаковые для тех, кто вот на оплате, 50 работников на оплате, и тех, кто не на оплате, просто приходят и говорят, а я служу, а я делаю то, что я могу. Ага. Для штата работников или для волонтеров? Да, Эти же да, принципы да. или нет? Do you Ну, apply the если- same principles for если volunteers нет as for staff? I knew this question. Я знаю, что придет, от кого-то выйдет этот вопрос. Молодцы. Absolutely. Правильно. Они применимы для всех. It sounds like it's harder to do so, Тяжелее, конечно же, с волонтерами, неоплачиваемые люди. but it's really not. Whether paid or unpaid, it's about a relationship. Оплачиваемые, неоплачиваемые, неважно. Отношения остаются отношениями, правильно?
Не от зарплаты зависит положительное It's a отношение. mindset in leadership that says, Это мышление лидера. we are in a relationship like this, Да, мы смотрим друг другу в глаза. whether I'm paying you or not paying you. Я буду смотреть тебе в глаза, у нас будут важные разговоры, плачу ли я тебе или не плачу. Because here's the way I see it. Почему? You're not on my team, we're on God's team Ты together. не просто не являешься частью моей команды, мы вместе часть Божьей команды. God has just chosen me to lead this organization for Просто now. Бог избрал меня как лидера вот этой церкви или этой организации. And so my commitment to God and your commitment to God and your commitment to God, it Мое should be the посвящение same. Богу, твое посвящение, неважно, ты оплачиваемый или бесплатный служитель, твое отношение к служению Божию должно оставаться одинаковым. Which is to strive for excellence, to honor and glorify God. Мы почитаем Бога чем? Тем, что мы делаем качественно все то, что мы делаем. So, if we have an issue with a volunteer that we need to address on our Если у team, нас есть проблема с волонтером, который находится у нас в команде, if I don't have a relationship with them, I won't address the issue. I'll find someone. я никогда не общаюсь с волонтером напрямую, если у меня нет уже знакомства с этим человеком. Why? Because the person with the relationship with them, oh, it's gone. Has Да, credibility. человек, который имеет отношение с этим человеком, я подхожу к нему и прошу, если можно, просто подправить там или там. Почему? Потому что есть бюджет доверия. Спасибо. У нас, нам нужны уже 5 минут паузы, я вижу.